Всем привет! Получили дозирующие насосы Etatrон BT-WFT на 80 литров в час. Меня интересовала комплектация этого насоса. И, честно говоря, мне бы было проще посмотреть какое-нибудь коротенькое видео, чем рыться в описании и не найти всей полезной и нужной информации. Поэтому решил такое видео сделать. Первое, что меня интересовало, это клапан забора реагента. Клапан забора указан в описании разборным. Он имеет внутри фильтрующий элемент из нетканного материала, но разобрать у меня его не получилось. Поэтому клапан я вынужден заказать другой, так как для флокулянта такой клапан вряд ли подойдет. Второй момент, который меня интересовал, это длина кабеля питания. Кабель питания здесь примерно 1,20 м, и, честно говоря, он мог бы быть подлиннее. Третий вопрос касается длины трубок подачи реагента. Если с трубкой забора проблем никаких нету и при установке на емкость ее вполне достаточно, то трубка подачи реагента длиной 2 метра меня совсем не устраивает. А учитывая ее стоимость официального поставщика в 7 евро за погонный метр, я бы сказал, что класть такой огрызок трубки к данному насосу — это просто расточительство. Лучше купить насос без трубки с дисконтом 14 евро и купить трубку отдельно, самостоятельно, чем способствовать загрязнению окружающей среды. В остальном насос мне понравился, за исключением той крышки, с которой я сейчас вожусь. Резинка у нее выскакивает из паза, и потом нужно ее туда заправлять пальцами. Насос сделан очень добротно, из хорошего пластика, он хорошо пахнет. Они у нас уже в работе, эти насосы, и претензий к ним никаких нет. Особенности понравилось отсутствие клапана для продувки насоса. Насос при запуске самостоятельно засасывает реагент, независимо от того, есть там воздух или нет. На этом все. До свидания.